Жара, июль 2025 года, и всем привет из Одессы. Из первых кадров этого видео вы можете увидеть, что на пляжах Одессы появляется просто невероятное количество людей. Сегодня мы вам покажем, как реально живет Одесса, посетим одно из самых популярных мест нашего города и покажем, что здесь, почем и где здесь можно отдохнуть вам и вашим детям. Ну и сразу видно, что курортный сезон начался, потому что, посмотрите, везде, где не идешь, очень много людей. Ирина. Всем большой привет из нашей красивой морской красотки Одессы. Кто еще не понял, мы с вами на одном из самых популярных одесских пляжей, на Ланжероне. И сразу по арке видно, нас встречает Ланжерон. Он с нами хочет парень с бусика поехать. Смотрите, какое движение, сколько автомобилей. Ланжерон всегда пользовался и пользуется популярностью. Сюда приезжают люди на машинах и на общественном транспорте для того, чтобы отдохнуть. Можно купить сувениры из Одессы. И далеко ходить не нужно. И магниты различные. Вот, посмотрите, наш оперный. Или дюк. Вот здесь можно дюка увидеть, таким, как он есть. Так, кораблики, брелоки различные, браслеты, цепочки. Все, что надо. Здесь больше сувениры для женщин, мне так кажется. А здесь со всех... вот и шляпки продаются. Шляпки можно приобрести для того, чтобы ваше лицо не подгорело на активном одесском солнце. Посмотрите. Ой, класс. Здравствуйте. Посмотрите, вот какие классные. Приехало телевидение. Из Одессы. Надо улыбаться, позировать. Вот. Посмотрите, Одесса должна вас знать. Класс. И даже в цветах флага Одессы. Какая такая панамка в цвете флага? Есть 250, есть 300. 250-300 гривен. Вот такие панамки и кепки. Спасибо большое. Хорошего отдыха. Спасибо. И вам хороших продаж. До свидания. Спасибо. Так, а мы идем дальше. Посмотрите, Ирина у нас сегодня как мальвинка. Я ей говорю, тебе бы голубой бантик, и ты вообще... Мы, конечно же, идем на пляж Ланжерон, набережную к дельфинарию. И вот здесь есть указатели, чтобы вы не потерялись. Покажем вам подробно, как дойти к дельфинарию. Здесь... Как и на большинстве пляжей Одессы, нужно преодолеть немного препятствий. Собственно, мы сейчас этим и занимаемся. Здесь, кстати, классно, если вы приезжаете с детьми, есть детская площадка для того, чтобы ваши дети нашли себе занятия и имели возможность где-то поиграть. Не только на пляже, но и так в тенечке. Ой, людей сегодня просто тысячи. В Одессе в последние дни стало очень и очень жарко. Температура воздуха прогревается, как показывают градусники, от 30 до 35 градусов. А дальше обещают, что будет жарче. И люди просто не выдерживают и начинают купаться уже даже в городских фонтанах. Возле дельфинария Немо есть очень классное и романтичное место. Это летний кинотеатр, который работает абсолютно каждый день. И расписание фильмов вы можете посмотреть здесь. Проектор находится на фоне моря. Над головой у вас звезды, и вы можете здесь посмотреть любимый фильм. До комендантского часа вы точно успеете. Начало просмотра в 21:30, а стоимость 200 гривен с человека. На Ланжероне движение полным ходом. А мы с вами двигаемся к пляжу. Хотим с Иркой посмотреть. Ланжерон, как всегда, в своем репертуаре не проехать, не пройти. Запарковаться сложно, на море прилечь тем более. Посмотрите, что делается на Ланжероне. Если вы хотите приехать отдыхать на Ланжероне, то, наверное, это не то место, в котором можно получить хоть какое-то умиротворение. Очень много людей. Посмотрите, что делается. Пляж забит людьми. На шезлонгах, если еще есть пустые места, то так на песочке найти для себя место будет сложно. Так, наверное, вода в море теплее, чем перед этим.
либо люди просто выпили холодного пива и купаются. Но посмотрите, сколько людей в воде. Очень много. Так, ветрено, я стою на пирсе, и я боюсь, что меня здесь могут просто сбить. Посмотрите, что делается. Вода, конечно, не радует своей чистотой и красотой. Посмотрите, водоросли. Здесь в основном люди приехали на бесплатные пляжи. Шезлонги, видите, пустые относительно. Никто не хочет за них платить денежку. Все хотят лежать на бесплатном горячем одесском песочке. На Ланжероне на выходных и, по-моему, даже в обед здесь играет пианист, который можно встретить под музыку. Шикарные одесские рассветы. Да, он красиво играет. Здесь собирается много людей. Мы все собираемся сюда приехать, но никак не доедем на рассвете, потому что из-за постоянных обстрелов хочется чуть больше поспать. Еще гуляя по таким местам, сразу в воздухе чувствуется аромат какого-то шашлыка, какого-то фастфуда, потому что все голодные после моря. Чувствуешь, Ирочка, что пахнет вкусной едой? И рыбой. С одной стороны море пахнет рыбой, водорослями, а с другой стороны шашлык. И чувствуешь, что ты реально на курорте. А это ресторан «Маман». Их несколько в городе. Один на Ланжероновской, один на Фонтане, а один вот здесь на Ланжероне. Ну, если вы не хотите сидеть в ресторане, а хотите либо более бюджетно поесть, либо вы просто в купальнике идете с пляжа, не хотите как какое-то пафосное место. Есть вот такие кафешки пляжные, мороженое, хот-доги, кофе. Не знаю, есть у нас в них пиво или нет. Вижу только кофе, хот-доги. Ну, здесь можно чем-то поживиться. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть. Так, хот-доги по 93, по 99 и по 100 гривен, в зависимости от сосиски. Вот цены на кофе можете посмотреть. И на холодные напитки. И большой выбор мороженого. Крещатик. Киевская, наверное, каштан. Очень вкусно. Это самое первое. Вообще, набережная Ланжерон популярна в любой сезон и абсолютно в любое время года. Лето или зима, все сюда все равно едут, но летом, как вы понимаете, конечно, людей гораздо больше. Здесь действительно можно хорошо отдохнуть, есть здесь несколько ресторанов, в которых можно и днем поесть, и вечером в романтической атмосфере вкусно поужинать. Вот здесь есть зеркало и побольше. Конечно, хочется вам себя показать. Ирина, помаши ручкой. Всем привет. Так, решили немного отойти от людей, спуститься на пирс. Ветрено, конечно, сегодня. Ирина, платье у тебя сейчас улетит. Не знаю, будет ли меня слышно, здесь очень сильный ветер. Рыбаки не только мужчины, но еще и женщины. Ничего не ой, класс! Смотрите. Это что? А, бычок! Бычок, класс! Маленького бычка поймали и выбросили обратно. О, да, всего доброго. Изюминкой этой набережной является дельфинарий Немо, который известен не только в Одессе, но и по всей Украине и работает он здесь еще с 2005 года. Часто нас зрители спрашивают, какие же сейчас цены на представление. Вот сейчас именно с ценами мы вас ознакомим, чтобы вы были в курсе. Так выглядит дельфинарий, и здесь можно после посещения дельфинария приобрести себе какие-то сувениры из Одессы с дельфинчиками. Посмотрите, вот даже бижутерия с дельфинчиками есть по 180 гривен. А вот сама, в принципе, и рыбка Немо. Какая прелесть, посмотрите,
какие там дельфинчики продаются. В Одессе и океанариум. Посмотрите, какая очередь. И детки, и взрослые приходят посмотреть на рыбок. Ой, а здесь одна из рыбок заглядывает. Сейчас вам ее покажу. Посмотрите, какая красота. Мы подошли сейчас к отелю Немо, одному из самых популярных отелей в Одессе. Он работает еще с 2025 года. Ну и плюс это отель с дельфинами, поэтому он такой уникальный. Гости в нем есть, причем круглый год, потому что вид из него потрясающий на наше Черное море. В гусях плавают, на лебедях отдыхают. Классно, здесь ресторан есть тоже с видом на море потрясающий. В Одессе много интересных мест, которые хочется посетить или в которые хочется приехать. Слушайте, вечер и даже немножко похолодало. Ну и пальмы. Пальмы вы видите, мы практически в каждом видео с моря показываем вам, что они есть. Сейчас их используют как экзотический декор во всех пляжных комплексах. Так, вход 500 гривен на Немо. Вот как раз и цену можно узнать. Так, посмотрим, что здесь можно. Здесь, кстати, Немо, бассейн с морской водой. И температура в нем плюс 30 градусов. Здесь есть пончики с заварным кремом. И вот такие удобные в стаканчиках. И всякие печеньки. Здравствуйте. По 50 гривен. Круассаны по 50 гривен. И роллини по 60 гривен. Такие треугольнички еще есть. С сыром по 60 гривен. А вот, собственно, и пончики. Хот-доги. Хот-доги есть, видите цены сами, и напитки вы здесь можете посмотреть. Здесь можно съесть шаурму. Шаурма обычная 220 гривен. Еще даже месяца не прошло с того момента, как при ночном обстреле Одессы пострадала набережная Немо. К счастью, не сильно, и последствия быстро ликвидировали, но доски, которые горели, заменили, и видно сейчас, в каком именно месте был пожар. Вот, смотрите, новые доски и старые доски. Хорошо, что пожар быстро потушили, потому что это такая прекрасная, красивая и популярная набережная. Хочется, чтобы она осталась целой и невредимой, собственно, как и весь город. Вот смотрите, на такой машинке можно проехаться от Ланжерона до Аркадии. Сейчас спросим, какая будет цена. И 7 километров ее длина, и стоить она будет 150 гривен. Так, здесь можно купить пахлаву медовую и горячую кукурузу. Здравствуйте, я без вас просто покажу. А какой цена кукуруза? 80. Кукуруза по 80. А пахлава? 60. А пахлава по 60. И смотрите, что классно, она здесь запечатана. Спасибо. Вот, и здесь можно купить сразу, чтобы попляжиться, круги, матрасы. И вот смотрите, какие красивые киты и дельфинчики. Дельфинчики, крокодильчики. Все есть. Ну, вот куда ни посмотришь, везде чувствуется, что курорт. Курорт, лето. Смотрите, везде напитки, хот-доги. Ну и раздетые люди, которые идут с пляжа. Для тех, кто еще не знает, рядом с дельфинарием, рядом с Ланжероном находится лунопарк. Да, сейчас мы пересекаем парк Шевченко и немножко вам его покажем. Посмотрите, мы с вами и подходим к лунопарку. Мы заходим не через центральный вход, а заходим через другой вход. Смотрите, здесь сделали из пеньков стульчики и столик.
Если вам не хватает адреналина и вы еще хотите хорошо и весело провести время, то в Одессе есть такое интересное место, как Луна-парк. Как мы уже сказали, оно находится в парке Шевченко. Здесь огромное количество различных аттракционов, качелей, отдохнуть могут и взрослые, и дети. Пока вы смотрите на Луна-парк, мы вам расскажем, какая в Одессе обстановка. У нас сегодня действительно хороший и счастливый день, потому что одесситы и гости города наконец-то выспались. Впервые за долгое время в Одессе ночью не было ни одной воздушной тревоги, было тихо, спокойно, к счастью, не было обстрелов, не было тревог, и наконец-то все почувствовали себя просто нормальными людьми. Многие из вас, наверное, знают, что в последнее время в Одессе по ночам участились обстрелы, и очень жутко и страшно, люди переживают и находятся в постоянном стрессе. Но вы знаете, это не очень останавливает туристов, и ежедневно в городе появляется все больше и больше людей. Ну, а как вы поняли из начала видео, пляжи сейчас просто переполнены, и можно заметить, что на пляжах большинство людей, тех, кто приехал посетить Одессу и оздоровиться на Черном море. Думаем, что на этих выходных в Одессе будет полный аншлаг, людей будет еще больше, потому что к нам идет жара около 40 градусов, а когда такая погода, то, конечно, всем чего хочется? Конечно же, ехать на море. И еще важная информация для вас. Вода в Черном море прогрелась, температура водички сейчас 22-24 градуса, водоросли есть, но не на всех пляжах. Есть пляжи, на которых вода просто прозрачная и очень-очень чистая. С утра водичка немного прохладней, но после обеда действительно становится теплой. Если вы не хотите купаться в море, то в Одессе много пляжей со своими бассейнами. И даже сейчас здесь, в Луна-парке, в этом году открылся Акваленд. Но здесь больше развлечения для ваших детей, но тем не менее, возможно, можно отдохнуть и взрослым. С Викторией прогулялись с вами, сделали кратенький обзор нашего красивого лонжерона и Луна-парка. Сейчас мы уже сами прогуляемся еще по нашему очаровательному парку Шевченко. А вам, если не сложно, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Мы будем очень рады. Очень душно, очень жарко, возле моря прохладный ветер, а здесь прям парит и тяжело дышать. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующих фильмах. Пока-пока. Целуем, любим, обнимаем. До встречи в нашей красотке Одессе.